Друзья, как вам еще одно мое новшество? Вот эта юбка на мой пенек. Из-за того, что он был очень узкий, когда во время рубки мяса и так далее, многие вещи падали с этого пенька. А здесь у нас уже будет такой, как юбка-столик вокруг. Сегодня будем рубить, резать и рубить. А рубить мы будем мясо для люля-кебаба. Вот такое у нас сегодня жирное мясо, друзья. Баранина, вернее, это не только мясо, здесь смешано, но с курдюком. Потому что для люля-кебаба только такое мясо и берут. Сейчас мы его нарубим в фарш и будем лепить люляшки. Значит, вот так. Так, друзья, нарежем лук. Так, добавим лук в наш фарш. Посолим. И хорошенько поперчим. Так, и начинаем хорошенько мясо вымешивать. Фарш наш. Друзья, по названию ролика вы, наверное, сегодня поняли, что люля наш будет необычный. Вернее, обычный по составу, но не на шампурах. Он будет вот в этой большой сетке. Значит, для чего я это делаю? Во-первых, просто попробовать, никогда не делал люля не на шампуре. И потом еще один момент есть. Это как бы для начинающих, да, полезно. То есть люля действительно самый сложный момент — это так его слепить, так вымесить мясо, чтобы он не падал во время готовки с шампура. Это действительно не совсем просто. То есть, используя сетку, мы получаем абсолютно такой же по вкусу люля, просто без лишней мороки, так скажем, да. И есть еще один момент. Даже профессионалы, когда готовят люля, хочешь не хочешь, они чуть-чуть себя могут в чем-то ограничивать. Что я имею в виду? То есть обязательно лук нужно отжать, чтобы вот эта водичка от лука не помешала вот сцепке, да, хорошее мясо. А в данном случае ты себя ни в чем не ограничиваешь. Нарезаешь лук, кладешь сколько тебе нужно, не выжимая, то есть он еще более сочный получится. Над составом мяса не колдуешь там. Некоторые добавляют куриное мясо, чтобы сцепку увеличить и так далее. А здесь что угодно, друзья. Ему падать просто некуда с сетки. Так что плюсы тоже есть. Фарш вымесил, посмотрите, какой цвет, друзья. Это сочный, жирный, шикарный люля-кебаб будет, посмотрите.
Так, закроем крышкой и в холодильник на час, на полтора. Так, друзья, это был у нас люля-кебаб. Ну, у нас будет сегодня не только люля-кебаб, еще будет вот такая картошечка. Вот в таких 2 сетках запеченная. И это у нас будет картошка по-мексикански. Помыли, не чистим шкурку, вот так. Чистенько-чистенько помыли. И теперь разрезаем. Так, нарезали картошку. В посуду ее. Эту картошку мы перчим вот таким красным перцем крупного помола. Орегано. На азербайджанском эта зелень называется гилямерзе. Хорошенько посолим. Зальем это растительным маслом. Неважно каким, кто какое предпочитает. Так, а теперь вот эту картошку соберем в сетки, друзья. Вот такие сеточки. Так, первая сетка готова. Зажимаем ее. Вот так. Пойдет. Так, мясо у нас слегка подморозилось. Сейчас начнем лепить вот такие люляшки. Смачиваем руку.
Все, друзья, закрываем эту красоту вот так. Чуть-чуть она прижимается, слегка. Колечко. И на мангал. И следом идет наша картошечка по-мексикански. Красота. Пора перевернуть. Картошечку периодически обмазываем вон тем же самым маслом со специями. Оно полужаренное, полупеченое получится. Все, друзья, люля готова полностью. Посмотрим на эту красоту. Супер. Так, снимаем замок. И вот эту красоту. Теперь берем каждую вот так бережно. Смотрите, как красиво. Теперь берем вот так люляшку, друзья, кладем ее на лаваш, осыпаем вот так дополнительно лучок зеленью, обязательно сумах. Вот это дело мы так заворачиваем, вот так. Слова излишни. Забыл про картошку. Картошечка у нас тоже дошла, друзья. Вот они. И вот наша картошка, друзья. Тоже дошла. Вот такой у нас сегодня был люля-кебаб. Не на шомпуре, а на сетке. И картошка на углях по-мексикански. Обе вещи исключительно вкусные, друзья. Готовьте, не пожалеете.
Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.